Друзья, мы с вами продолжаем исследовать Нью-Йорк, один из самых динамичных и насыщенных городов мира. Здесь всегда что-то происходит, и за каждым углом скрываются новые совершенно разные места. Сегодня мы отправимся в одно из таких мест. Оно находится прямо над улицами города и выглядит совсем не так, как привычные парки. Это знаменитый High Line – парк, который построили на месте старой железной дороги. Когда-то здесь проходили поезда, а сегодня это одно из самых необычных общественных пространств Нью-Йорка. Зеленые аллеи, вид на небоскребы, архитектура, искусство и городская жизнь – все здесь соединяется в одном маршруте, который мы с вами сегодня полностью пройдем. Давайте посмотрим, как выглядит этот уникальный парк и почему он стал одной из самых интересных точек города. Добрый день, друзья! Итак, что же такое High Line? Это линейный городской парк, который построили на месте бывшей надземной железной дороги. Он расположен на западной стороне Манхэттена и проходит через районы Meatpacking District, Челси и заканчивается в районе Hudson Yards. Протяженность High Line составляет примерно 2,3 километра. Он идет линейно вдоль западной части Манхэттена и поднят над улицами примерно на уровне старых железнодорожных путей. Поэтому во время прогулки вы постоянно видите город сверху. У High Line есть несколько входов и выходов по всему маршруту, и сегодня мы заходим в парк с 14-й улицы. Отсюда мы будем двигаться в сторону Hudson Yards, это его северная часть и одна из самых современных зон Манхэттена. И пока мы начинаем нашу прогулку, важно понимать немного историю этого места. Раньше здесь проходила надземная железнодорожная линия, по которой перевозили грузы прямо через западную часть города. Со временем она стала ненужной, поезда перестали ходить, и конструкция постепенно пришла в упадок. Но вместо того, чтобы снести ее полностью, у города появилась идея сохранить этот объект и превратить его в общественное пространство и парк, который бы проходил прямо над улицами Нью-Йорка. Сейчас мы как раз проходим мимо знаменитого отеля «Стандарт», который буквально построен над High Line и нависает прямо над парком, создавая очень необычную городскую архитектуру вокруг нас. Именно на этом участке особенно хорошо видно, насколько сложным был сам процесс преобразования. Когда проект только начинали, конструкция находилась в крайне плохом состоянии. Ржавые балки, разрушенные рельсы, десятилетия запустения и дикая растительность, которая полностью покрыла старую железную дорогу. Инженерам и архитекторам пришлось не просто обновить пространство, а фактически заново собрать его по частям. Каждая секция требовала отдельного подхода. Где-то усиливали старые стальные опоры, где-то полностью заменяли несущие элементы, но при этом старались сохранить оригинальный промышленный каркас, чтобы парк не потерял свою историю. И очень важный момент – High Line открывался не сразу целиком, а поэтапно. Первый участок был открыт в 2009 году, затем спустя пару лет добавили следующую часть, и только после этого проект постепенно дошел до полного маршрута. Такой поэтапный процесс позволил не останавливать жизнь района и одновременно тестировать, как пространство работает в реальности, как люди его используют, где нужны изменения, где лучше добавить зелень или улучшить проходы. Отдельная сложность была в том, что все строительство происходило над действующими улицами Манхэттена, поэтому работы нужно было организовывать так, чтобы не мешать движению внизу и при этом безопасно восстанавливать конструкцию наверху. Весь проект занял примерно около 10 лет от идеи до полного завершения. По стоимости это был очень масштабный городской проект. Общий бюджет составил примерно $200 миллионов. Финансирование шло из разных источников. Часть средств выделял город, но значительную роль сыграли частные пожертвования. Несмотря на высокую стоимость и сложность, проект быстро окупился с точки зрения города. Он полностью изменил район, поднял стоимость недвижимости вокруг и стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Нью-Йорка. А сейчас мы приближаемся к одному из самых знаковых мест High Line. Это знаменитый амфитеатр и панорамное окно над 10-й авеню.
Его специально спроектировали как городской театр. Ты садишься на деревянные ступени, и перед тобой открывается живой кадр Нью-Йорка. Здесь можно часами наблюдать за бесконечным потоком машин и ритмом города прямо у тебя под ногами. Также здесь невозможно не заметить еще один очень интересный архитектурный проект. Это так называемый дом-фонарь. Это комплекс из двух современных зданий, спроектированных известным британским архитектором Томасом Хезервиком. Они расположены прямо рядом с парком и буквально обнимают Хай-Лайн с обеих сторон. Самое необычное в этих зданиях – их окна. Они выполнены в виде больших округлых фонарей, которые выступают наружу из фасада, создавая эффект мягкого свечения, особенно вечером. Жить здесь – это как поселиться внутри гигантского фонаря. Светло, уютно и неприлично дорого. Судя по ценам, из этих окон должны быть видны не только парки, но и ваше светлое будущее. Входной билет начинается от $2,5 миллионов. И это если вы согласны на скромную спальню. А если хотите смотреть на Нью-Йорк с размахом пентхауса, готовьте 18-19 миллионов. На самом деле Хай-Лайн повлиял на весь район вокруг. После его создания эта часть Манхэттена начала очень быстро меняться. Район стал одним из самых востребованных в городе, и цены на недвижимость здесь заметно выросли. То, что раньше считалось бывшей промышленной зоной, сегодня превратилось в один из самых дорогих и престижных районов Нью-Йорка. Вдоль Хай-Лайн начали появляться новые жилые здания, современные архитектурные проекты, дорогие рестораны и арт-пространства. Сбоку сейчас можно заметить Empire State Building, один из самых узнаваемых символов Нью-Йорка. Он здесь появляется как будто случайно между современными зданиями, и сразу чувствуется контраст старого и нового города. По мере того, как мы продолжаем прогулку, граффити на стенах становится частью пейзажа. Они добавляют этому месту энергию и ощущение настоящего Нью-Йорка. На самом деле это не просто случайные рисунки. В районе Хай-Лайн и Челси уличное искусство является легальной и курируемой частью городской среды. Многие работы создаются художниками официально, в рамках арт-проектов или с разрешения владельцев зданий. Поэтому здесь можно встретить как временные муралы, так и более постоянные работы. Впереди уже начинает появляться Хадсон Ярдс, одна из самых современных и быстро развивающихся зон Нью-Йорка. И именно здесь Хай-Лайн как будто полностью меняет свое настроение. Если раньше мы шли через более индустриальные и творческие районы, то дальше начинается совершенно другой город,
с новыми небоскребами, стеклянной архитектурой и масштабными современными проектами. И уже отсюда можно заметить одну из самых известных смотровых площадок Нью-Йорка, которая называется Edge. Она находится в башне Hudson Yards и выделяется своей стеклянной платформой, которая буквально выходит за пределы здания. Пока мы двигаемся дальше в сторону северной части Хайлайн, можно немного вернуться к тому, как происходило озеленение этого парка. Одна из самых интересных идей проекта заключалась в том, чтобы не просто построить парк на месте старой железной дороги, а сохранить ощущение того, как природа сама постепенно захватила это пространство за годы заброшенности. Здесь использовали очень продуманный ландшафтный дизайн. В парке высажено более 200 видов растений, включая травы, кустарники, деревья и сезонные цветы. Многие из них подобраны так, чтобы напоминать дикие растения, которые действительно начали расти здесь в период, когда железная дорога была заброшена. Архитекторы даже изучали, какие именно растения самопроизвольно появлялись на старых рельсах, и использовали их как основу для будущего дизайна. Поэтому Хайлайн выглядит не как идеально вычищенный парк, а как более естественное живое пространство. Также здесь продумана сложная система почвы и дренажа, потому что парк находится на высоте, и растениям нужно было создать условия максимально близкие к естественным, с учетом ветра, солнца и ограниченного пространства для корней. И в итоге получилось уникальное сочетание – старая индустриальная конструкция и современный природный ландшафт, который выглядит, как будто он всегда был частью этого города. А этот дом на 28-й улице – проект архитектора Захи Хадид, и это ее единственный завершенный жилой проект в Нью-Йорке. Он выполнен в стиле параметризма с характерными текучими линиями и плавными закругленными формами. Фасад состоит примерно из 900 вручную обработанных стальных панелей, которые создают единый скульптурный переплетающийся узор. Друзья, смотрите, мы как раз подходим к новому участку Хайлайн. Это тот самый коннектор, который недавно открыли в сторону Hudson Yards. Если свернуть здесь направо, на ответвление над 10-й авеню, можно увидеть нечто невероятное. Эта работа называется «Свет, сияющий сквозь Вселенную», созданная художником Туаном Эндрю Нгуеном. Она появилась здесь совсем недавно, в апреле 26 года, сменив знаменитого гигантского голубя, который выглядел вот так. Официально его звали Динозавр. Он простоял на этом месте ровно 18 месяцев, с октября 24 года до апреля 26. Этот новый коннектор Highline открыли в 2023 году, чтобы соединить парк с районом Penn Station. Он фактически продлевает Highline дальше на восток, делая маршрут более непрерывным и удобным для прогулок. Теперь отсюда можно без перерыва пройти от Hudson Yards прямо в сторону центральной части Манхэттена. Теперь мы возвращаемся обратно в сторону Hudson Yards. Здесь находится одно очень интересное здание, которое называется Shad. Его уникальность в том, что часть здания на огромных колесах выдвигается наружу и превращает пространство в открытую площадку для выставок и концертов. Когда конструкция задвигается обратно, здание снова становится компактным и закрытым. Рядом находится Vessel, одна из самых узнаваемых современных скульптур Нью-Йорка в виде сложной лестничной конструкции, ставшей символом района Hudson Yards.
На этом наша прогулка заканчивается. Это было потрясающее место, где современная архитектура, искусство и ритм города соединяются в одном пространстве. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь на канал. Я делюсь кадрами из разных стран и городов, и впереди еще много удивительных мест.